Ой, это все уже. Может быть, попробуем перезагрузиться? Сейчас я пока вот так поставлю. Давай. Давайте мы Милан, мы с вами... Пока вот так, сейчас временно. Да, нас... Сейчас я сделаю. Да, мы будем медленно. А Сашка, вот здесь вот. Так, мне бы еще лучше. Вот там красные ваши сиденья. Сейчас это, Милан тебе стоит. Так, мне нажимать вот на эту кнопку? Он включен, тебя слышно. Я на что-то нажала. У тебя он должен гореть. Да. У тебя даже вот так сейчас будет слышно. Раз, меня вот так слышно. А подставку ты не... Сейчас снесут с гомпы, потому что в это не влезает. Ну что, дорогие друзья, рады, что сегодня у нас такой волнительный день. Сейчас как раз для нас такая проверка. Насколько мы сейчас сможем с вами войти в медитацию, поскольку есть у нас и технические, скажем честно, сразу проблемы. Поэтому просто сейчас с телефона на свете сейчас все будет лучше. Команда наша работает над этим. Все. Сейчас мне обещали еще принести стойку. Лесочка, смотри. А что, заработал? Камера заработала? Да. Так, давайте, включите, пожалуйста, мы начинаем, да? Где ты бегаешь? Сейчас я. Ну что, давайте пока почувствуем за собой землю, основу. Устроимся на подушке, конечно, да, выключим все телефоны, если кто-то еще не выключил. Зеленое, устойчивое, удобное положение. Мягко пройдем внимание по 7 точкам, 7-членной позы R.A.M, которые вы уже хорошо знаете. Перенесем наше осознанное внимание на наши ноги. Не скрещиваем. Позе лотоса или полулотоса. Либо, если вы сидите на стуле, наши ступни стоят параллельно друг другу, плотно соприкасаясь с землей. Почувствуйте устойчивость, заземленность. Не работает рекордер. Вес тела идет вниз. Почувствуйте ту поверхность, на которой вы сидите.
И мягко перенесем наше осознанное внимание на нашу спину. Пройдем взглядом снизу вверх по позвоночнику, выпрямляем, раскрываем, слегка вытягивая себя за макушку. Мягко перенесем наше осознанное внимание на наши плечи. Можно приподнять и расправить их, расслабить, раскрыть нашу грудную клетку. Мягко перенесем наше осознанное внимание на нашу голову. Она слегка опущена и немного прижата к себе. Сзади шея прямая. Не забываем про устойчивость, сбалансированность. Заземлем. Мягко перенесем наше осознанное внимание на наш взгляд. Глаза расфокусированные, расслабленные. Взгляд спускается перед собой примерно на метр-полтора. Мягко перенесем наше осознанное внимание на кончик языка. Он касается верхнего неба, за зубами, челюсть расслаблена. Язык тоже расслаблен. Рот при этом мягко прикрыт. И мягко перенесем наше осознанное внимание на наши руки. Они лежат на коленях, ладонями вниз. Или одна на другой, внизу живота, большие пальцы соединены. И охватим всю нашу позу целиком. Или еще раз пройдем по всем 7 этапам. И перейдем к очистительному дыханию. Начинаем с левой руки. Я положу микрофон, так что делаем это в своем ритме.
И снова положим руки на колени. Почувствуем, как, возможно, менялось наше состояние. Снова пройдем вниманием по всем 7 точкам нашей семичленной позы. Устойчиво, балансируем, удобно, заземлен. Перейдем к третьему этапу наших предварительных практик, к этапу мотивации. Откроем наш ум, откроем наше сердце сегодняшней практики. Дадим радостное, предвкушающее состояние такого удивительного дня вместе с Джигме Ринпоче. И создадим намерение, чтобы эта практика послужила как нам, так и всем живым существам. И сейчас мы начнем медитацию осознанности R.A.M, Awareness Meditation. С мягкого, глубокого вдоха мы будем вдыхать и выдыхать через ноздри, фиксируя свое внимание на том, как воздух входит через ноздри и выходит. И мы можем добавить еще к нашему дыханию вдох и выдох 1. Вдох и выдох 2. Мы дышим естественно, глубоко, делая полные вдохи и выдохи. И если нас что-то отвлекает, наш направленной концентрации внимания на дыхание, мы мягко, бережно возвращаем себя снова к дыханию еще. Мы будем считать до 7 и сначала. И если вы сбиваетесь, то снова начинаете с этим. Вдох и выдох.
Сделаем мягкий, глубокий, до конца осознанный вдох. Выдох. Можно расслабиться, потянуться. И я прошу вас не расходиться уже, оставаться на местах. Если нужно кому-то подложить подушки или что-то сделать, можно сейчас это сделать. У нас еще есть буквально 4 минуты для встречи с Ринпоче. Да. Побудьте, пожалуйста, в зале. Ты сможешь включать на микрофон, или ты Ты можешь сама. Ну, я регулирую. Да, тебе просто вот кнопку вкл-выкл. Ну, то есть чуть-чуть, она у тебя перестает гореть, он выключается. Да. Я, если что, просто когда ты его кладешь, я убавляю громкость, но... Ну, будет хуже видно сразу. Я могу посветлее видео сделать, но там получается просто, тогда вы не будете видеть Ринпоче. Нет, есть второй. Да, второй микрофон для вас, для переводчика, да? Да. Все, Ольга нас переводить будет. Прошу вас. Так, ну вот так вот мы присаживаемся, да? Да? Да, все. Что это было? Это я в батарее. Господи. Все, ребят, телефон выключаем, садимся поближе, да, если что. Я кого-то из онлайна, меня так волнует, что я так не знаю. Я предлагаю всем сесть поближе, да? Присаживайтесь сюда, независимо от места. Кристина, бегу прямо сюда, пойдите куда-то провериться. Я подам микрофон, не переживайте. Прямо сюда, вот смотрите, пожалуйста. У нас было, вы видели, да? Да, все работает, я включила. Смотри, если вдруг нужно отключать, то вот там одна большая кнопка, он гаснет, тогда он не работает. Но он быстро включается, включается. Пойдешь, не зайдешь, и ничего пальцем тебе будет. Спокойно. Видите, в каком я сегодня состоянии? Я не тебя, ты можешь уже не извиняться, потому что я сегодня прям бог, извините. Я только что-то... И мы, наверное, свернем участников, да? Нет? Я оставлю так. Нет, почему очень? Ну, мы, конечно, ну, то есть Ринпоче вам. Он не только шарит. Так, все, друзья. Так. Готовы. Ты можешь его открыть на весь экран и закрепить? Да. Я что? Катя. Нет, Катя приедет попозже. Сейчас он включит видео. Без видео не звонит. Угу. Ладно, все.
Напиши. Мария. Может, вам поближе туда? Сюда. Я немножко там не знаю. Не, там не пойдет. Там что-то точно нет. Потому что проект там руками не машите, лучше свет. Hello everyone. Здравствуйте. Очень рада видеть вас сегодня. We are very happy to see you today. Мы сегодня заканчиваем нашу программу медитации для жизни. Today we are finishing our program, Meditation for Life, построенную на основе Awareness Meditation. based on R.A.M awareness meditation. Нас хорошо слышно? Can you hear us well? Yes, yes. Очень рада, что мы можем практиковать такую практику сейчас, в то время, когда столько нестабильности и напряженности. We are very happy to be practicing these teachings in this time of uncertainty and tension. Мы практиковали 2 месяца, We've been practicing for 2 months, и за эти 2 месяца мы учились новым привычкам, and in these 2 months we've learned new habits чтобы стать немножко более счастливыми. to become a little bit happier. Мы научились слушать себя, слушать свое тело, свои эмоции. We learn to listen to ourselves, to our bodies, to our emotions. Мы учились относиться к себе бережно, We learn to be careful with ourselves, без оценок, без осуждения. to be non-judgmental. И также мы учились относиться и к другим. And in the same way, we learn to relate to others. Мы открывали наше сердце вместе с Джигме Ринпоче, делая медитацию мета с помощью видео. We opened our hearts doing metta meditation with video teachings of Rinpoche. И наши сердца и болели, и плакали несколько дней. And for a few days, our hearts hurt and cried. Мы чувствовали здесь и дыру, и раскаленную сковородку в центре груди. Sometimes it felt like a hole in the heart, and sometimes it felt like a hot piece of coal in the heart. И мы делали добрые дела ежедневно. В течение 1 недели у нас было такое задание. And during 1 week, we had a task to do something good every day, and we did it. И мы практиковали каждое утро. Каждое утро вставали в 7 часов для того, чтобы делать практику 30 минут, а когда прибавилось випашина, стали это делать уже 40 минут. And we practiced every morning. At first, we practiced for 30 minutes, and then later we added Vipassana, and we practiced for 40 minutes. И каждое воскресенье у нас была теоретическая и практическая часть, несколько часов. And each Sunday we had both theoretical lessons and practice for a few hours. И мы учились привносить нашу практику в жизнь, и у нас было поддерживающее занятие еще по вторникам, вечером в R.A.M. And we learned to bring our practice into our life. And also on Tuesday we had supporting classes in the R.A.M. Center. И мы учились есть в медитации, ходить в медитации, слушать друг друга, общаться друг с другом в медитации.
We learn to eat in meditation, walk in meditation, to listen to each other and communicate while meditating. И сейчас мы очень хотим вас поблагодарить за эту возможность соприкоснуться с такой потрясающей практикой и в предвкушении практики с вами сегодняшнего дня. And now we would like to thank you for this opportunity to get in touch with these wonderful teachings, and we are looking forward to today's teachings as well. И наша группа есть вот здесь сейчас офлайн, в зале, часть группы находится онлайн, которые находятся в разных городах и даже странах. Есть кто-то в Америке, кто-то в Германии. And a part of our group is here, right here in this hall, and some of the people are online, and some of them are in different countries, like in Germany and the US. У нас есть несколько вопросов, и если получится, вдруг будет время, то мы бы хотели их задать, если будет время. We have a few questions also, and if it's possible, we would like to ask them if there is time for that. Спасибо. Thank you. Thank you for briefly explaining about the R.A.M program in Russia, especially in Moscow region, and also telling me about people who have been very regular and engaging in the practice of R.A.M meditation. It's very beautiful to hear that, and wonderful to see that many of you did manage to really continue with the practice. Спасибо вам за то, что рассказали о том, как идет программа здесь, в России, особенно в московском регионе. И также большое спасибо за то, что познакомили с людьми, которые участвуют в этой программе. И действительно радостно видеть, что так много людей смогли продолжать эту практику и выполнять ее. I understand it's not a very easy time globally, not just in Russia, and also a lot of uncertainties and many difficulties everybody going through. But I think in the midst of all this situation, it also somehow provided us with a wonderful opportunity to engage something more spiritually and deeply within us. И я понимаю, что сейчас непростое время во всем мире, и это время неопределенности, это время сложностей. Однако это время также предоставляет нам возможность для того, чтобы соприкоснуться с чем-то духовным и более глубоким внутри нас самих. So that that the practice becomes more intense, knowing the situation, and also we understand that it somehow allows us to be more real, in terms of everyday life, in terms of how the meditation can truly help, or or to integrate better in the changing situation of our life. So the practice during the pandemic is probably much more intense, much more beneficial, also of course much more challenging. Конечно, такая практика бывает очень интенсивной, очень насыщенной, и в то же время она позволяет нам в каком-то смысле быть более настоящими, более реальными. И во время пандемии, естественно, практиковать бывает сложно, это бывает вызовом, и при этом эта практика предоставляет нам много возможностей и становится очень сильной. And I'm sure you have had many times to look deeper into yourself, and many times discover yourself, a lot of surprises, I'm sure. Some good ones, some not very good ones, but you managed to really work with it. Because you see, meditation in the beginning is mostly discovering yourself, working with yourself, your feelings, your emotions, your thoughts, and then, yeah, okay.
и у вас была возможность заглянуть в себя, и, конечно же, наверняка вы обнаружили там много сюрпризов. Возможно, какие-то сюрпризы были приятными, какие-то неприятными, но поначалу медитация как раз и заключается в этом, в том, чтобы заглянуть в себя и обнаружить то, что там внутри. And so it's not just about learning how to sit. I think by now you already managed to sit quite well. It's also not so easy. Looks like now you all sit quite well without complaining of pains in the knees or the back or things like that. So it's not just about sitting posture, but beyond sitting posture is the mental posture, the mind and all the thoughts and feelings and things like that. И поначалу, конечно же, важна поза, однако медитация заключается не только в положении тела. Хотя, когда я смотрю на вас, я вижу, что все вы, похоже, уже научились достаточно хорошо сидеть, не жалуясь на то, что у вас болит спина, болят колени. Однако в медитации важна не только поза тела, но и важна ментальная поза, поза нашего ума. Actually, coming to a state of calmness is not so that difficult. It's not even a very, extraordinary technique to arrive at the state of calmness. It's mainly we discover a lot of resistance to calmness. И на самом деле прийти к состоянию спокойствия не так уж сложно. Нет какой-то экстраординарной техники для того, чтобы это сделать. Однако мы обнаруживаем внутри себя сопротивление состоянию спокойствия. We come face to face, we see there are a lot of resistance in us, which has become part of our habitual tendency, and that is avoiding us to become more calm, more peaceful. Мы сталкиваемся лицом к лицу с нашими сопротивлениями, которые не дают нам быть спокойными. И это тенденция, которая заставляет нас избегать большей умиротворенности, большего спокойствия. That the potential, for experiencing momentary calmness has always been there within us. In everyone, there's, the state of calmness is truly available in us all the time if we learn to overcome the resistance first. И состояние спокойствия в мгновении всегда нам доступно. И состояние спокойствия доступно каждому из нас, если мы научимся преодолевать свои сопротивления в первую очередь. So this resistance is the interesting part to discover, because that is the way that we construct our habitual tendencies. We are overwhelmed. We are mostly, ruled by these habitual tendency. To breaking this habitual tendency is a big challenge. И это очень интересно обнаружить это сопротивление, поскольку оно показывает нам наши привычные тенденции. И обычно эти привычные тенденции управляют нами, они владеют нами. И прервать эти привычные тенденции — большой вызов для нас. So the tendency to interpret everything, the tendency to judge everything, tendency to form strong opinions of things, to personalized ways of, tendency. So there's a certain sense of resistance to that. И также есть тонкое сопротивление, которое заключается в тенденциях все интерпретировать, в тенденции осуждать, судить, в тенденциях создавать сильные точки зрения и принимать все на личный счет. So the moment we bring our awareness into our practice, that allows us to open ourselves instantly, and that truly create that space where we don't need to be judgmental all the time. И когда мы привносим в свою практику осознанность, это позволяет нам раскрыться и позволяет нам создать такое пространство, в котором нам не нужно все время судить и осуждать. Observing, noticing things as they are, not the way we want them to be.
Мы наблюдаем, мы замечаем то, как все есть, а не то, как мы хотим, чтобы это было. So in that momentary awareness, we become free of judging, free of analysis, free of interpretation. В этом мгновенном осознавании мы освобождаемся от осуждений, мы освобождаемся от анализа, мы освобождаемся от интерпретации. And that is a real state of peace, И это подлинное состояние спокойствия, because that has the potential to break through our resistance. поскольку в этом есть потенциал прервать наше сопротивление. So basically, meditation, as long as whenever there is the awareness present, there is a meditation. Итак, по сути, всегда, когда присутствует осознанность, присутствует и медитация. It's not about whenever the object of meditation is present, there is meditation. It's not like that. In the beginning, yes, there needs an object of meditation, whether it is the focus point of your nostril or the breathing. И нельзя сказать, что медитация присутствует тогда, когда присутствует объект медитации. Да, конечно, поначалу нам нужен объект, такой как фокус на кончике носа или фокус на дыхании. So in the beginning, we might discover we have a weakness in bringing our attentive focus. See, we are completely lacking in attention and focus due to our habits of distractions. So in the beginning, we have that difficulty. И поначалу мы можем обнаружить, что у нас есть такая слабость, что нам сложно привнести свой направленный фокус в силу того, что у нас есть привычка постоянно отвлекаться, и поэтому нам бывает непросто поначалу. And the second part is when we can manage eventually our attentive focus on the object of the meditation. Then the second most important part is awareness. И второй важный момент, когда мы наконец достигаем этого внимательного фокуса на объекте медитации, вторая часть — это осознанность. Because awareness is what brings us to the present moment of what is happening now. Поскольку именно осознанность переносит нас к тому настоящему моменту, к тому, что происходит сейчас. And that awareness, being in the present moment, can eventually help us free from judgment. И эта осознанность пребывания в настоящем моменте может, в конце концов, помочь нам освободиться от суждений. So in short, you see, the shamatha meditation or vipassana meditation, which is the actual part of our R.A.M meditation, what we call, is that there is an object of attention constant, on plus there is the awareness constant. Then that is living meditation. И медитация шаматхи и медитация випашьяны, которая входит в нашу медитацию R.A.M, заключается в том, что у нас, во-первых, есть объект внимания, а во-вторых, у нас есть осознанность. И сочетание этих двух компонентов ведет к настоящей медитации. So then it stays from moment to moment, maybe 5 minutes, maybe 2 minutes, then continues, more. Doesn't matter how long the duration. The quality of meditation is essential, that you have a sustained focus on plus awareness. Сначала вы можете 2 минуты, 5 минут от мгновения к мгновению. И важна не продолжительность, важно качество. И именно в этом заключается медитация. Фокус плюс осознанность. Because in awareness, we bring the ability, we develop the ability to letting go. Поскольку осознанность дает нам возможность отпускать, мы развиваем эту способность. Because when we bring our attention with awareness, we are in the present moment.
in the present moment is nothing solid. It's nothing, you see, how to say, concrete. It's a momentariness that is constantly coming and going and coming and going. So there's no basis for grasping. Поскольку, когда у нас есть внимание вместе с осознанностью, в этом нет ничего плотного. Мы пребываем в настоящем моменте. И в настоящем моменте от мгновения к мгновению происходят изменения. И это не дает возникнуть основе для цепляния. Impersonal phenomena. Безличные феномены. Seeing through impartial awareness. Воспринимается через беспристрастную осознанность. Nothing remains concrete. Ничего не остается плотным. That is clarity. Это ясность. And that is peace. И это спокойствие. So letting go, simply means not holding on to things or not being stuck with certain concept, certain idea, certain experience, see, but rather seeing the momentariness of all things, all phenomena. Then we discover it's impersonal phenomena, nothing concrete. Отпускать значит не цепляться, значит не держаться за какие-то идеи, феномены или предметы, оставаться от мгновения к мгновению. И когда мы остаемся таким образом, в конце концов, мы обнаруживаем безличные феномены. So when we can be for a moment in this state of impartial awareness, observing impersonal phenomena, that is a freedom. Freedom from judgment, freedom from resistance, freedom from tendencies. See? И если мы можем от мгновения к мгновению оставаться с таким беспристрастным осознаванием, с беспристрастной осознанностью, наблюдающей безличные феномены, в этом есть свобода. Свобода от осуждения, свобода от привычек, свобода от привычных тенденций. So that is called R.A.M meditation. И это называется медитацией R.A.M. Calmness and clarity. Спокойствие и ясность. So I believe now you have been meditating for so many months during this time. I'm sure you have gone through many of personal experience. И я уверен, что медитируя все эти месяцы, вы прошли очень много разных личных переживаний. So as you say now, you have a few questions. Maybe we can use few moments now. И вы сказали, что у вас есть вопросы, сейчас мы можем использовать это время для вопросов. And then anyway, for today, I would wish to guide through once more, the entirety of R.A.M meditation. И сегодня также я бы хотела снова вас полностью провести по медитации R.A.M. Okay. Хорошо? Кристине давайте дадим. У нас тут мы за это время и болели, и ковид, да, у нее Кристина. Сейчас. Здравствуйте. Благодарю вас за эту прекрасную возможность встретиться с вами и задать вам вопрос. Было очень интересно вас слушать. Thank you very much for this wonderful opportunity to meet you, and it was great to listen to you. And now I would like to ask a question. Возможно, вы посоветуете нам каких-нибудь авторов, которые помогут нам узнать о истории медитации, о техниках и вообще, как это все начиналось. Спасибо. Maybe you could recommend some books or some authors who write about the history of meditation, about how meditation began and about the techniques of meditation. Thank you very much. Yeah, good. I think it's very, very important that we also understand that there is a history, there's the resources, there's the origin, you see, of the meditation. Now, this shamatha vipassana is certainly part of the Buddhist teachings, and therefore it's the Buddha, the historical
Buddha as the source of this practice. So I would recommend like Satipatthana Sutra is one of the main texts used for all this meditation. И, конечно, очень важно знать историю, важно знать источники этой практики. И шаматха и випашьяна являются буддийской практикой. Таким образом, исторически Будда является тем источником, к которому следует обращаться. И я бы рекомендовал Сатипатthana сутру для того, чтобы познакомиться с историей этой практики. And then there are the specific shamatha type of meditation that has been taught by the Buddha, as well as the Vipassana, and there are commentaries written by many of the masters in the past. So I'm sure there are a lot of books available out there as a resource, but simply sticking to the original, which is Satipatthana Sutra, may be the best way to start. И, конечно же, Будда учил шаматхи и випашьяне, и после этого много авторов написали свои комментарии к этим техникам. Однако, как мне кажется, для начала лучше всего было бы следовать Сатипатthana сутре. Okay. У нас Аня, которая онлайн. Аня Плешингер. Включи, пожалуйста. Ага. Меня слышно? Да. Сейчас. Добрый день и большое спасибо за возможность задать вопрос сейчас. И мой вопрос такой: если у человека есть только одна возможность практиковать, вернее, если есть возможность практиковать только одну практику в жизни и больше ничего, то какая это была практика? Thank you very much for this opportunity to ask a question. And my question is, if somebody can practice only one technique in their life, what techniques should they choose? What one single technique is the best practice? Yeah. See, usually this shamatha and vipassana are not that separate in such that that it is entirely a very different structure. It's not that separate. It has just some aspect, that are different, but it has to be combined from the beginning. It's like calmness and clarity. Нельзя сказать, что шаматха и випашьяна полностью раздельны, что это две какие-то разные структуры. Поэтому с самого начала лучше соединять их, лучше соединять спокойствие и ясность. Yeah, but the first step is normally the shamatha. Always try to manage and establish more in the shamatha training, because it's so difficult for us to be having any clarity when the mind is so disturbed and moving. So the first thing is that the mind needs to calm, and therefore shamatha is the best way. Однако поначалу очень важно стабилизироваться в практике шаматхи, поскольку нам сложно обрести ясность, когда наш ум постоянно встревожен и когда он постоянно движется. Поэтому если мы для начала обретем спокойствие ума, это самый лучший подход. And a lot of people, not Buddhist, many go through stresses and anxieties and disturbances in life. So they are more concerned about how to find some peace in their life. See, most people are mainly concerning about finding peace, finding certain calmness in the present moment. So not a lot of people can talk about how to see the nature of reality. That's not the concern. И многие люди, которые не являются буддистами, часто сталкиваются в своей жизни со стрессами и тревогами. И для них основной целью является обретение спокойствия ума, обретение умиротворения. И таким образом важно это спокойствие. So, calming the state of mind, shamatha should be more emphasized. И для того, чтобы успокоить ум, следует делать больше акцент на шаматхе. Okay.
Скажите, пожалуйста, можно ли практиковать дхарму, практиковать буддизм без религиозности, без тибетских традиций, тибетских ритуалов, астрологии и тому подобного? Спасибо. Can the practice of dharma and practice of Buddhism be non-religious without the Tibetan rituals and without the astrology, etc.? Yeah, see, the Buddhism has probably three aspects to it. One is more on the secular, basis, which is like the meditation part. Most of it is very secular, doesn't involve very religious. If you say religious in terms of rituals and prayers and faith and so on. И можно сказать, что буддизм имеет три аспекта, и один из этих аспектов более секулярный, и этот аспект медитации. Здесь не имеют место какие-то ритуалы, молитвы и так далее. Second is the philosophical, part, academical part, the views. These are again can be used as education, the study, and it can help a lot in a different field of understanding. But this doesn't have to be again religious. Второй аспект — это философия или некая буддийская наука, и это также может нам во многом помочь, если мы будем это изучать. Однако в данном случае эта философия не обязательно должна быть религиозной. And the third part is, of course, that religious element, which involves prayers and rituals and many, how to say, esoteric part of the practice as well. Третья часть — это религиозная часть, и как раз она включает в себя ритуалы, молитвы и также, можно сказать, эзотерические практики. But in Buddhism, what really means religion, doesn't involve a central figure of somebody as a creator. Однако в буддизме религия не подразумевает наличие некой центральной фигуры, которая являлась бы творцом всего. What the Buddhists talk about, in all schools of Buddhism, is that we recognize there is that conflict and confusion in our understanding of the things as they are. See? Буддизм утверждает, что в нашем понимании того, как все есть, присутствует некий конфликт, некая запутанность, заблуждение. Like what we see is not exactly what they are. То, что мы видим, это на самом деле не то, что есть. And that seems to be source of so many of our misunderstanding and pain and unhappiness. И похоже, что это и является источником наших заблуждений, нашей боли, нашего несчастья. Because what appears to be something is not exactly what it is in reality. Поскольку то, что кажется нам чем-то, на самом деле в реальности таковым может не являться. So dispelling that confusion is the main objective of Buddhism, if you call it religion. И если говорить о буддизме как о религии, основная его цель — это рассеять такое заблуждение. And the aim is to free oneself from the suffering that this confusion has caused us. Цель — это освободить себя от страданий, которые вызваны такой запутанностью, такими заблуждениями. So that is how one should understand Buddhism, if you call it religion or not. It is the actual application of how to reduce our confusion of things as they are. И вот так вот следует понимать буддизм, будем мы его называть религией или нет, но он применяется для того, чтобы уменьшить наше заблуждение относительно того, как все есть на самом деле. Finally, whether it is Buddhism or any other religion, we must see that we become a better person.
И о чем бы мы ни говорили, о буддизме или о какой-то другой религии, очень важно, чтобы это помогало нам стать лучшими людьми. The final aim is to become a better person. Окончательная цель — это стать лучше как люди. Otherwise, you can become very religious, but you can be a very bad person. Без этого вы можете стать очень религиозными, но при этом оставаться плохими людьми. So good luck. Удачи вам! Okay, so I think this is our first part, right? Итак, кажется, наша первая часть подошла к концу. And Thank you very much for this. okay, thank you. I appreciate deeply all of you. Спасибо большое, я благодарен всем вам. See you later. Okay. Yeah. Увидимся позже. Друзья, у нас до 11 перерыв. Я попрошу в зал за 5 минут зайти, потому что у нас будет объявление, да? Вот. Да. И можете не уходить, местечки свои как-то там пометить. Напомнить, Лер, напомнить, наверное, что на другой чат... Пожалуйста, напомни, что другая ссылка есть для входа, из этой мы уже закончим сейчас. Сейчас Катя будет выступать. Друзья, кто в онлайне, следующая ссылка в 11 другая. Ну, разберись, пожалуйста.